Данный ноутбук после ремонта проработал всего 3 дня. Кто виноват и что делать? Вопросы, требующие ответа. А сегодня будем ремонтировать ноутбуки. Приветствую вас на канале Лэптопе. Меня зовут Екатерина. Интриг и расследования в этом видео не будет, а будет ремонт ноутбука. Почему высокое потребление и почему 5 вольт не переключается на 20? Давайте разбираться. Пришел ко мне ноутбук с диагнозом «не включается и не заряжается». Модель ноутбука, кстати, на ваших экранах. Предлагаю разобрать наш аппарат и внимательно осмотреть. Винтов нет, а значит разборка ноутбука будет быстрой и легкой. Аккумулятор, как и блок питания Type-C, приехали ко мне отдельно от ноутбука, пока они не нужны. Разбираю. Откручиваю винтики, которые держат плату, и отключаю шлейфики. Wi-Fi и прочее складываю в пакетик. А что там у нас с платой? Вот в этой части вижу паянную перемычку. Продолжаю осмотр, а к ней я вернусь позже. Беру свой термометр, чтобы что-то мерить. И 1 Ом как раз на этой паянной перемычке. Не было видно? А так. Следующим шагом предлагаю распаять и сделать замер сопротивления с каждой стороны. Капля флюса и немного поработаю паяльником. Перемычка рядом с шим дежурки. Учтем. И давайте узнаем, с какой стороны осталось низкое сопротивление. Почти короткое. И в этом нам поможет схема. Да-да-да. А вот и шим дежурки 3,5 вольт. Ищем рядом нашу перемычку. PJ9803. Точно. И КЗ не со стороны шим, а со стороны потребителей. А значит по +3 VL. Угу. Так и запишем. В поиске. В поиске пишем +3 VL и ищем. +3 VLP нас не интересует. И это все нам не подходит, потому что оно не может быть пробито на землю. А вот мульт может. +3 VL через RE4501 ла-ла-ла запитывает +3 VL EC, неважно. RE4501 будет не лишним сдвинуть и еще раз померить. Итак, будем делать замер на каждом выводе. Низкое сопротивление осталось со стороны мультиконтроллера. А со стороны +3 VL все ок. Можем в этом убедиться, сделав еще пару замеров на месте распаянной перемычки. Ну что, однозначно мульт под замену. Остались вопросы? Тогда я иду к вам с паяльником. И пока я снимаю систему охлаждения, наклейки и прочее, вы видите что-то странное для ноутбука, который идет в комплекте с блоком питания Type-C? Ну как, увидели? Пишите в комментариях. Снимать систему охлаждения, наклейки и прочее, конечно, не обязательно, но желательно. Мало ли, сюрпризы они такие сюрпризы, но они мне не нужны. Лучше самой все еще раз осмотреть. Визуальный осмотр – это то, что нужно делать обязательно с каждой платой. Ноутбук уже был в ремонте. К сожалению, подробности мне неизвестны. Поэтому нужно быть особенно внимательной. Снимаю все защитные пленочки. И с обратной стороны тоже. Снимаю защитную наклейку. И нахожу мультиконтроллер. На самой наклейке нет следов. Видимо, мульт не сильно грелся. Мультиконтроллер у нас багажный. Внешне следов прогара и прочего нет. Такого именно мультиконтроллера у меня нет, так что буду заказывать. А пока он едет ко мне, демонстрирую этот. Демонстрирую? Я что, серьезно так написала? Демонтирую. А пока он едет ко мне, демонтирую этот. Нет, ну в принципе все правильно. Демонстрирую, как демонтирую. Выпаиваю с флюсом. Фен справляется и без нижнего подогрева. Проверяю пинцетом
Так. Шары оплавились. А значит, можно снимать с материнской платы. Продолжаю работу с платой. Прохожусь паяльником с припоем POS 61. Почти готово. Вот теперь можно и оплеткой убрать остатки шаров. В последнее время использую вот такую оплеточку. Убираю все лишнее. И останется убрать отработанный флюс. Давить не нужно. Нужно аккуратненько подождать, пока оплетка впитает в себя излишки припоя. При необходимости иногда добавляю еще капельку флюса. Здесь самое главное не торопиться и не давить. Флюксов и ватная палочка творят чудеса. Убираю каку-бяку с платы. А тем временем мульт уже приехал. А мультиконтроллеры нынче не дешевые. И по дате вы уже поняли, что материал отснят аж в сентябре. Только тссс. В данном случае важны не только первые цифры буквы, но и обращаем внимание, чтобы цифры 192 совпадали. 128 нам не подойдет. Убеждаемся, что приехало то, что заказывали. И идем устанавливать мультиконтроллер. Напоминаю, мультиконтроллер у нас BGA-шный, с шариками. Будем устанавливать феном, но вначале еще раз проверяем. Да, то, что нужно. Будем ставить. Для установки используем особую технику. Наносим флюс и равномерно размазываем пальцем. Применяю особую технологию нанесения флюса. Устанавливаю по ключу. В данном случае это маленькая точка на мультиконтроллере. На материнской плате тоже есть отметка. Позиционирую и включаю фен. Я использую рабочую температуру в диапазоне от 300 до 340 градусов. И в зависимости от температуры и скорости потока дальше или ближе, или под углом запаиваю микросхемы. Но у меня рука набита, а вы делаете как вам удобно. Ну вот и все. Перемычка запаяна, резистор на месте. Мульт, кстати, прошиваемый. Но надо убедиться, что КЗ ушло. Пленочку защитную устанавливаем на место. Так. Отличненько. Еще раз осматриваю плату. Давайте убедимся нашим термометром, что КЗ ушло. И черный щуп на землю. Красным делаем замер. КЗ ушло. Осталось подготовить плату к включению. Флюксофом, зубной щеткой мужа и безворсовой салфеткой аккуратненько отмываем следы пайки. Ну что ж, очень вовремя подъехала новая инфа по этому ноутбуку. Оказывается, этот ноутбук уронили, а потом его где-то быстро починили, но пока кроме распаянной перемычки следов ремонта я не обнаружила. Конечно, было бы намного проще, если бы знать предысторию. И это не для того, чтобы ругать предыдущего мастера. Говорить, что у него руки из одного места, все неправильно сделано, все плохо. Нет, это действительно облегчит поиск неисправностей. Позволит локализовать, знать, куда смотреть. Если мастер вас спрашивает, что известно по этому ноутбуку, ремонтировался ли он раньше, это не для того, чтобы накрутить цену и прочее. Это действительно ускорит, а порой даже удешевит ремонт. Гораздо проще ремонтировать, когда ты знаешь, что с ним случилось. Куда уже лазили, что чинили и так далее. Потому что если этой информации нет, приходится делать намного дольше. А что думаете вы по этому вопросу? Пишите в комментариях.
И если я правильно поняла, то меняли матрицу. Но крышка экрана плохо открывалась-закрывалась, и его вернули на доработку, после чего он уже не включился. И так как неисправен мультиконтроллер, возможно, просто не отключая АКБ, кто-то переткнул шлейф матрицы. Но давайте уже ближе к делу. Ноутбук я подсобрала. Так что подключаю и включаю. Проверяю от Type-C, потому что родная зарядка на Type-C, и клиент будет пользоваться ей. Подключаю к лабораторничку. Потребление уже нормальное. Для непрошитого мульта это норма. С 5 вольт на 20 он так и не переключается, потому что нет прошивки. Ну, значит, надо это дело исправлять. Прошиваем мультиконтроллер. Для этого нам понадобится программатор Вертьянова. Итак, программатор Вертьянова подключаю к плате шлейфом. Ближе вот к первому пину. Землю подключу через переходник USB на Type-C. Чудесно. Наконец-то он мне пригодился. А теперь перехожу к программной части. Выбираю нужный режим. Так. И ищу плату в списке. А вот и она. У меня шлейф на 28 пин, так что его и выбираю. Тип А. Выводы с одной стороны. Запитываю плату, нажимаю Get EC ID и выбираю прошивку мультиконтроллера. Шьемс. Прошивку скачала в интернете. Так, верификация. Запитывал от АКБ, кстати. Разбираю данную конструкцию. А вообще, конечно, моделька любопытная. В комплекте идет блок питания на Type-C, при этом разъем питания на плате распаян. Правда, на поддоне нет отверстия под него, но это уже совсем другая история. Мульт прошит. Давайте включать. И похоже, плата запустилась. С 5 вольт на 20 переключение есть. Потребление хорошее. Прямо что-то даже как-то не верится, что обойдется заменой прошивкой мультиконтроллера. Ну, посмотрим. Может быть, даже инициализация есть. Давайте в этом убедимся. Подключаем тестер инициализации через тот же переходник. USB на Type-C. Собираем нашу конструкцию, включаем. И. Да, первый старт долгий. Есть контакт. Плата запустилась. Ноутбук уже собран, и я готова увидеть картинку. А картинка-то есть, а вот подсветки нет. Не знаю, видно ли на камеру. Реакция на капслок есть. Не могу разобрать буквы, что там написано. Да, на капслок реагирует стабильно. Кажется, поняла. На экране написано, что я, конечно, молодец, но на шпагат садиться рано.
Угу. Разбираю экран, и рамка подозрительно легко снялась. А вот и предыдущий ремонт, один из. Восстановление креплений. Может, конечно, шлейф отошел или дело в самой матрице. Надо бы проверить. Лучше всего подкинуть заведомо рабочую матрицу. Но нет, подсветки нет даже с тестовой матрицей. Угу. Ну ладно. Давайте проверим, есть ли напряжение на предохранителе по питанию подсветки. Так. Напряжение есть. Правда, с одной стороны. Да. Напряжение на предохранителе лишь с одной стороны. Обесточиваем плату. И далее уже на обесточенной плате проверяю сам предохранитель. А он в обрыве. Проверяю относительно земли, чтобы не было низкого сопротивления. Все ок. Есть такое подозрение, что достаточно будет просто заменить предохранитель. Предохранитель обозначается на плате через буковку F. В данном случае FG3301. Поэтому даже если нет схемы, вы можете найти его на плате по обозначению. Тем временем я заменила предохранитель, взяла его с платы битой матрицы. Проверяю. Так. Вот теперь все хорошо. Появилась ли подсветка матрицы? Давайте-ка посмотрим. Вообще сгоревший предохранитель и мультиконтроллер вписываются в то, что могли поменять на горячую матрицу, не отключая АКБ, например. А вот и подсветка. О да, вот теперь ноутбук починен. И от радости вы можете подписаться на мой телеграм-канал Laptopy77. Ссылка будет в описании. Буду в нем анонсировать стримы, голосовалки и что-нибудь еще. Ну и для самых-самых ссылка на донат тоже в описании. Ну и кто тут молодец?